Глава 111. Логово демона. Что же происходило в логове демона? Даже если его перестанет мучить любопытство, товары торгового чуда до сих пор не найдены. У него не было выбора, кроме как спуститься туда и исследовать пещеру. Логово демона охраняли больше 10 человек в черном. Каждый из них был ужасающим. Все они достигли 9 уровня совершенного тела, и Чутяню пришлось бы потратить много времени, чтобы разобраться с ними. Даже если он прокрадется незамеченным, один человек с мечом не сможет унести весь товар бесшумно. В крепости Черного Ветра было больше 1000 бандитов, поэтому он не мог действовать необдуманно. Если Чутянь разворошит осиное гнездо, ему придется забыть о том, чтобы узнать секрет демонического логова. У него не было выбора. Он мог выбрать лишь этот вариант. Чутянь вышел из-за большого камня, служившего ему укрытием, и открыто подошел к пещере. Поскольку Чутянь был в униформе бандитов, люди в черной одежде удивились, они не могли понять, кто он такой. Одни одновременно обнажили оружие и закричали: «Откуда ты?» «Это запретная зона, разве ты не знаешь? Быстро проваливай, если еще хочешь жить». Вдруг появилось неожиданное давление, позади Чутяня показались яростные очертания. Вспыхнула древняя аура, словно к ним прибыл из прошлого древний демонический бог. Этого было достаточно, чтобы испугать всех. Яростные очертания вмиг исчезли. Чутянь открыл глаза. Они приобрели странный серебристо-белый цвет. Левый глаз был серебристым, а правый — белым. В каждом зрачке было по 7 зрачков, один из которых располагался посередине, а остальные окружали его, словно лепестки. Каждый зрачок был разного цвета, и вместе они складывались в странный цветок. Когда несколько человек в черном увидели глаза Чутяня, для них словно рухнул весь мир. Потеряв сознание, он упали на землю и не издали ни единого звука. Их мозг перестал функционировать, а сердце перестали биться. Внутри и снаружи их тел не было ни одной раны, однако они были мертвы. Так стремительно. Не дольше полсекунды. Чутянь только что смотрел на них, и вот они уже убиты. Боль, боль, боль. Как же у него болит голова, лицо Чутяня побледнело, он вытер лоб рукой. Сделав несколько глубоких вдохов, он медленно пришел в себя. Вытащив из кармана траву Ян, он проглотил ее и быстро восстановил духовную энергию, которую потратил. Каждый раз, когда он призывал свой основной духовный источник, это сильно его истощало. Он уже использовал огромное количество лунной травы, так что меридианы Чутяня были в несколько раз толще, чем у обычных людей. Но даже в такой ситуации, призвав основной духовный источник, он мог выдержать лишь одну атаку. Затраты были слишком большими, они почти полностью истощили его тело, лисенок захныкал и свернулся в клубок. В его сверкающих глазах виднелись потрясение и ужас. «Теперь ты знаешь, насколько силен твой хозяин. Посмотрим, как ты будешь теперь себя вести». Лисенок бросил на Чутяня яростный взгляд, а на мордочке показалась ожесточенность. Видимо, лисенок протестовал. Не обратив на это внимания, Чутянь вошел в логово демона. Должно быть, это были руины, но они не выглядели слишком старыми. Похоже, им было лишь несколько сотен лет. Тянулись каменные ступени. В черных каменных стенах слева и справа были вырезаны демонические тотемы. Все было заполнено странной аурой. Когда Чутянь добрался до конца лестницы, ему открылся зловещий главный зал. В каждом углу лежали коробки сокровищ. Золото, серебро и оружие были разбросаны повсюду, словно в сокровищнице наконец-то он нашел их. Чутянь обнаружил, что среди товара виднеются флаги разных компаний. Товар явно был краденым. В центре главного зала виднелся бассейн. Он был наполнен густой кровью, которая медленно извивалась и казалась живой. Вокруг него стояли мэр желтого каменного города Янь-Уян и 20 бандитов в черном. Когда на Янь-Уян опустился перед бассейном на колени, на его лице отразились страх и преклонение. Он неоднократно кланялся, его переполняло восхищение. Его губы что-то бормотали, словно он с кем-то говорил. Вдруг он встал и взмахнул правой рукой. «Приведите их». Вошли люди в черном, ведущие женщин и детей. «Эй, что вы делаете? Отпустите меня, отпустите сейчас же». Люди, одетые в черное, вывели из толпы пленных Хуан Хаоханя и 3 других культиваторов и подвели их к бассейну. Люди, одетые в черное, и Янь-Уян поклонились и закричали: «Мой господин, пожалуйста, прими жертву, которую я предлагаю». «Нет». Громко закричали Линь-Му и Фан Хань, поняв, что их хотят убить. 4 человек, брошенные в бассейн с кровью, не утонули, а просто всплыли на поверхность. Казалось, кровь ожила и просочилась в тело культиваторов. Они стали дрожать, теряя жизненную и духовную энергию. Их кожа высохла, а тело постепенно старели.
Чутянь, спрятавшись в углу, сжимал рукоять адского меча и хмуро наблюдал. Кажется, кровь в бассейне, поглотившая человеческие жизни, действительно была мощной. Неплохо, неплохо. Эссенция жизни культиватора пробужденной души — настоящее удовольствие. Это место быстро пробудится, если будет пожирать еще больше культиваторов пробужденной души. А награбленное будет использовано для строительства столицы святого. Ваши усилия приблизят это возрождение, и это, конечно же, будет считаться большой заслугой. Естественно, потом вы получите вознаграждение, раздался голос из бассейна с кровью. Голос был очень сухим и грубым, словно кто-то царапал по камню. Это заставляло людей чувствовать себя неуютно. Янь-Уян продолжал взволнованно кланяться. «Спасибо, владыка. Я пройду ради тебя через огонь и воду. На что вы смотрите? Быстро бросайте других людей. Остановитесь». Снова раздался голос из бассейна. «Кажется, вы упустили мышь». Пораженный Янь-Уян вдруг повернул голову. «Кого?» Чутянь нахмурился. Чувства этого старого демона были довольно сильными. Он нашел возможность прокрасться, но кто мог подумать, что враг обнаружит его, как только он войдет в главный зал? Что ж, раз враг его обнаружил, то и скрываться незачем. Чутянь вышел из-за колонны. Мы снова встретились, мэр Янь. Линь Му и Фан Хань были поражены. Этот жалкий идиот совсем глупый, он ушел, но взял на себя инициативу и решил вернуться. Янь-Уян тоже не ожидал увидеть его снова. Этот отброс Янь Цзюнь. Чутянь рассмеялся и сказал: «Почему ты беспокоишься? Я снова стою у тебя на пути». Янь-Уян сердито сказал: «Идите, убейте его». 20 бандитов в черном обнажили оружие и превратились в 20 теней. Они одновременно атаковали Чутяня с разных сторон. Эти 12 человек были на пике 9 уровня совершенного тела, но каждый из них мог справиться с культиватором 1 уровня пробужденной души. Гиперфокус. Чутянь активировал гиперфокус, и мир замедлился. В его мозгу ясно отображалось каждое движение бандитов в черном. Появился духовный источник, меч демонического бога. Чутянь сжал адский меч и рванулся вперед. Светящийся меч, словно лучи света, проходил сквозь бандитов. Ни один из них не смог остановить его меч. Чутянь одолел 20 бандитов и остановился в центре главного зала. Бандиты один за другим упали на землю, каждый умер после первого же удара. Просто и чисто, без малейшего колебания, зрачки Янь-Уяна слегка сузились. Гиперфокус. Ты действительно убил этого отброса Янь Цзюня. Некоторое время Чутянь смотрел на бассейн с кровью. В этот миг Хуан Хаохань и другой культиватор превратились в высохшие трупы. Вероятно, внутри этого бассейна находится эссенция крови больше 2000 культиваторов совершенного тела. Глаза Чутяня заволокло могильным холодом. Ради своих эгоистичных целей ты похитил много невинных людей. Ты не боишься возмездия. Люди покарают небеса и уничтожат землю. Взгляд Янь-Уяна был сумасшедшим. Мне уже 60 лет, и уже больше 20 лет я мэр этого жалкого городка. Раньше я думал, что могу провести так всю жизнь. Мир огромен и полон чудес. Страна южного лета — просто капля в море, а люди идут в такой ничтожный город. Я недоволен этим, недоволен. Господь дал мне этот шанс. Он дал мне возможность изучить прекрасное небесное демоническое искусство. Он предоставил мне возможность завоевать новую жизнь. Как такой недальновидный человек, как ты, может понять, что я чувствую?» Чутянь вздохнул. У каждого была своя судьба. Но он мог понять Янь-Уяна. В этом удивительном обширном мире Янь-Уян был обречен на судьба жалкого муравья, которому грозило всю жизнь провести в этом месте. Он хотел уйти и мог уйти куда захочет, так что же не так? Все правильно. Разве Чутянь чем-то отличался от него? Мечты Чутяня, цели Чутяня действительно были такими же, как у Янь-Уяна. Глубинные желания в его душе помогали прорваться сквозь невероятное царство и познавать новый мир. Кожа Янь-Уяна постепенно почернела, а его тело покрылось полосами проклятых рун. Словно на его теле проступил злобный древний тотем. Чутянь слегка нахмурил брови. Руны на его теле стали более сложными. Его уровень культивации небесного демонического искусства оказался даже выше, чем у Янь Цзюня. Янь-Уян достиг лишь 2 уровня совершенного тела, но мощь небесного демонического искусства подняла его на целый уровень. А теперь стань жертвой культа небесного демона. Янь-Уян яростно топнул правой ногой, из его тела хлынула черно-белая духовная энергия. Она сформировала яростную двуглавую обезьяну. Чутянь помрачнел, лед и огонь вместе. Двойственный духовный источник. Двойственная обезьяна Янь-Уяна была особым видом духовных зверей,
которая содержала в себе два элемента, поэтому Янь Уян культивировал два разных метода. Несмотря на то, что он культивировал техники огня и техники льда, они не противоречили друг другу. У этого человека был ужасающий боевой потенциал. К тому же, у Янь Уяна было небесное демоническое искусство, которое заметно усиливало все его способности. Это делало его достаточно сильным, чтобы сразиться с экспертом третьего уровня пробужденной души. У Чу Тиня не было достаточно сильной культивационной техники. Он был на первом уровне пробужденной души, и это сделает бой очень трудным для него. Вдруг крошечное и тощее тело Янь Уяна превратилось в тело мощного гиганта. Превратившись в тень, он кинулся вперед. Он ударил левым кулаком, засвистел холодный ветер. Бессмертное звездное тело Чу Тяня окружил себя звездным светом, а перед ним сверкнул его же меч. Кулак Янь Уяна столкнулся с лезвием, и на краю лезвия образовался лед. Издав звериный рев, Янь Уян замахнулся другим кулаком, который охватывало пламя. Кулак столкнулся с замороженным лезвием, и энергия льда и энергия огня столкнулись, спровоцировав огромный взрыв. Чу Тянь отлетел, словно листок бумаги, и врезался в колонну. На столбе показались большие трещины, но Чу Тяня охраняло бессмертное звездное тело, поэтому его почти не ранило. «Хе!» — начал смеяться Янь Уян. «У тебя не такая уж и простая культивационная техника. Такие сильные защитные способности помогли тебе убить Янь Цзюня, но против меня такая жалкая защита бесполезна». Демоническая ци на теле Янь Уяна стала сильнее. Она полностью скрыла его словно окружало яростное привидение. Эти два кулака были просто проверочными атаками. Теперь он будет сражаться в полную силу. Благодаря опыту сражения с Янь Цзюнем, Чу Тянь ясно понял, что как только Янь Уян использует все свои силы, он достигнет такой скорости, что за ним будет трудно угнаться. Вероятно, кулак противника убьет Чу Тяня до того, как он сможет отреагировать. Так что если он не мог видеть его обычными глазами, так почему не использовать глаз разума? Чу Тянь закрыл глаза. Глаз разума открылся, когда Чу Тянь открыл его, он отчетливо увидел тело Янь Уяна. Состав энергии, особенности его культивационной техники, распределение духовной энергии, даже слабости. Чу Тянь отчетливо увидел все. Глаз разума. Раздался в кровавом бассейне удивленный голос. «Сдохни!» Демоническая ци Янь Уяна стремилась к Чу Тяню. Кулак льда объединился с кулаком огня, и выстрел был такой силы, какой он только мог использовать против Чу Тяня. «Лисенок, это задача для тебя». Стоило Лисенку получить приказ, так он сразу же встал на плечо Чу Тяня и вытянулся. Лисенок втянул демоническую ци с тела Янь Уяна, и она тут же оказалась у Лисенка в животе. Янь Уян был потрясен. Что это за штука? Она на самом деле смогла прорваться через мое демоническое искусство. Когда показался духовный источник, меч демонического бога, тело Чу Тяня покрылось мощной энергией. Адский меч обрел огромную силу, а его фиолетовый свет стал в разы ярче. Один шаг, два шага, Чу Тянь сделал два шага вперед. Слабое тело Янь Уяна не могло сбежать от взгляда Чу Тяня. Его охватило свечение сияющего меча, ледяной кулак и огненный кулак Янь Уяна ударили вперед и создали в земле два больших кратера, но он даже не задел Чу Тяня. В его взгляде показалось недоверие. «Я действительно проиграл. Это невозможно». На талии Янь Уяна показалась красная линия. Его тело развалилось на две части, словно срезанные колосья. Его погубил меч Чу Тяня, в этот миг его сознание исчезло. Он до сих пор не мог поверить, что проиграл. Глава 112. Культ небесного демона. Раздалось несколько громких звуков. Чу Тянь разрубил кандалы Линь Му, Фан Ханя и остальных. Линь Му поблагодарил. «Мы не будем просто говорить «спасибо». В качестве мести мы убьем 10 тысяч человек. Это место быстро окружат. Чу Тянь дал каждому по порции травы юань. Это поможет вам быстро восстановить духовную энергию. Мы не можем оставаться здесь слишком долго, так что готовьтесь к кровавой бойне и отступлению. На псов, подобранных на улице, действительно нельзя положиться. Огромный бассейн с кровью, находящийся в центре главного зала, начал набухать, и из него поднялась огромная фигура. Воздух вытеснила ужасающая аура, воздух пропитался кровью, и на всех, кто был здесь, накатила тошнота. У тебя хороший потенциал, юноша, очень жаль убивать тебя. Если бы святой нанимал людей, то тебе следовало бы работать на меня. Я выберу тебя своим учеником и научу тебя поистине священному демоническому искусству. У тебя будут неисчерпаемые богатства и множество эликсиров, а огромная фигура была совершенно голой. Тело было покрыто вязкой кровью и напоминало плавящуюся восковую фигуру.
Черты его лица было трудно различить, но ярко виднелись алые глаза. Линь Му и Фан Хань были поражен. Что это такое? От него исходил холод, пробирающий до костей. Очевидно, этот человек умер несколько веков назад, но сейчас у них на глазах он воскрес. Как они могли не испугаться? Сначала тебе следует посмотреться в зеркало. Несмотря на то, что Чутянь столкнулся с давлением, исходящим от этого кровавого человека, он не ощущал никакого страха. Он даже насмехался. «Ты похож на ком грязи и хочешь, чтоб я стал твоим учеником? Даже если не стыдно тебе, то стыдно мне». Какая самоуверенность! Вдруг наружу вырвалось ужасное давление. Линь Му и остальные ощутили, как дрожат их тело. Когда запах крови набился им в носы и проник прямо в мозг, они увидели кровавое море. Этого давления было достаточно, чтобы заставить их задыхаться слишком пугающе. Это было слишком пугающе, эта ужасная аура превосходила мощь культиваторов пробужденной души. Даже экспертов пробужденной души. Этот кровавый человек был легендарным экспертом истинной души. Уровень пробужденной души делился на 3 этапа. Во всем центральном государстве было меньше 10 известных экспертов истинной души. Ауры эксперта истинной души было достаточно, чтобы обычный культиватор пробужденной души рухнул без боя. Я — потомственный лорд культа небесного демона. Я не считаю тебя даже жалким муравьем. Кровавый человек медленно поднимался из бассейна, и огромное давление угнетало всех, кто здесь был. Сначала я думал, что у тебя неплохой потенциал, и захотел принять тебя, но ты действительно считаешь себя таким нужным. Тогда умри. Всем казалось, что они вошли в ледяную пещеру, настал конец. Если эксперт истинной души нанесет свой удар, то у них даже не будет сил сопротивляться, алые глаза проскользнули по людям, и он холодно сказал: «Теперь я возродился, и мне действительно нужны помощники. Я дам вам шанс на жизнь». Всем казалось, что они увидели свет в конце тоннеля. Кто хочет умереть, выживание — это естественный инстинкт человека. Столкнувшись с этим древним монстром, возраст которого знали только боги, люди не могли сопротивляться ему. Убейте его. Тот, кто сможет убить его, станет учеником нашего великого культа небесного демона. Раздался в зале холодный, но манящий голос. Святой лично будет обучать вас ценному небесному демоническому искусству. Выражение лиц присутствующих было сложно описать. Кровавый человек определенно был великолепным культиватором. Ему было несколько сотен лет, его знания и происхождение были запредельными. Если бы культиваторы, собравшиеся здесь, не были молодыми наемниками, они стали бы культиваторами-одиночками. Они смогли стать культиваторами пробужденной души, и это значило, что им уже очень повезло. Став культиваторами пробужденной души, они достигли самой высокой планки в своей жизни. Кто не хочет стать сильнее, кто не хочет изучить сильнейшие культивационные техники, кто не хочет шагнуть в новый, более обширный мир, такая возможность выпадает лишь один раз в жизни. Чутянь увидел, как изменились выражения лиц. Это просто уловка, не позволяйте ему обмануть вас. Кровавый человек с нетерпением произнес: «Вы хотите всю жизнь быть никем? Сейчас, когда вам дают такую возможность, вы можете пройти лишь одно испытание и стать учеником культа небесного демона. Вы сможете увидеть мир и вернуть священной церкви ее былую славу». Взгляды нескольких человек стали дикими. Этот человек достиг уровня истинной души как минимум. Таких людей нельзя было найти даже в стране Южного лета. Если они последуют за таким несравненным экспертом, то смогут заполучить огромное состояние. Не верьте его словам. Несколько веков назад этого человека тяжело ранили, и он едва не умер, но сохранил жизнеспособность и пробудился только сегодня. Он связался с Янь Уяном, чтобы восстановиться. Раны еще не зажили, и сейчас он в очень тяжелом состоянии. Если бы у него была возможность убить нас, он бы легко это сделал. Такую глупость даже не нужно было говорить. Кровавый человек немного паник. Этот парень видит его насквозь, он действительно был одним из лордов культа небесного демона, но в прошлом его смертельно ранили. Использовав мистическую технику, он заморозил себя и сохранил жизнь. Янь Уян пробудил его, пробравшись в развалины. Введя Янь Уяна в заблуждение, кровавый человек заставил его убить бесчисленное количество людей и около 2000 культиваторов совершенного тела. Впитав огромное количество эссенции жизни, он медленно оправился. Он восстанавливался несколько месяцев. Раны кровавого человека стабилизировались, но его культивационный фундамент до сих пор был слабым. Он мог вернуться на пик своего могущества, лишь поглощая эссенцию жизни культиваторов пробужденной души. Кто мог подумать, что на его пути появится Чутянь? Сейчас кровавый человек был очень слаб и не мог воспользоваться даже 1% своего былого могущества. Линь Му отказался от искушения, обернувшись, закричал остальным: «Это просто блеф. Он хочет, чтобы мы поубивали друг друга. Не поддавайтесь его обману».
Беспощадные культивационные методы, бесконечное богатство, заслуженный авторитет. Пока вы следуете за мной, вы можете это получить. Говорил кровавый человек. Вы уверены, что хотите упустить эту возможность? Хотите влачить жалкое существование? Убить, убить. Убить его. Глаза культиваторов налились кровью, взгляды наполнились кровожадностью. Они уставились на Чутеня, уже забыв, кто именно спас их, кто именно восстановил их духовную энергию. Фан Хань сердито упрекнул их. Этот демон хотел поглотить вашу эссенцию жизни, и лишь брат Лу спас нас. А вы не только не хотите ему помогать, но и собираетесь помочь этому демону и причинить ему вред. Вам не стыдно? Отойди. Не мешай нам. Такая возможность выпадает раз в жизни. Мы хотим, пусть даже ты не хочешь. Фан Хань и Линьму стояли перед Чутянем и мрачно смотрели на этих людей. Кровавый человек дико смеялся, продолжая подстрекать их: «Убейте! Убейте их! Люди покарают небеса и разрушат прежний мир. Перешагните через их трупы и войдите в новый мир». Чутянь крикнул: «Не подпускайте их ко мне, а я пойду и убью это безобразное чудовище, хорошо». Линьму и Фан Хань громко ревели, останавливая культиваторов. Чутянь поднял меч и помчался через главный зал прямо к кровавому человеку. Началось сражение. У Линьму и Фань Хана был хороший фундамент, но они не могли продержаться долго, выступая каждый против 4 врагов. Чутяню придется быстро закончить этот бой. Хочешь сразиться со мной 1 на 1? Духовная энергия кровавого человека взмыла вверх, и он издал оглушающий вой. За ним появился огромный кровавый духовный источник. Как только кровь превратилась в летучих мышей, человека окружил давящий кроваво-красный импульс. Кровавая летучая мышь. Прищурив глаза, Чутянь остановился на месте и начал отступать. Алая кровь доходила до него, и стеклянное тело трескалось под ее напором. Волна энергии проникла прямо в мозг Чутяня, и на миг в глазах у него потемнело. Он почти потерял сознание. Какая мощь! Это была двойная атака, сочетавшая писк летучей мыши и духовную энергию. Чутянь практиковал бессмертное звездное тело, так что он мог блокировать энергию, но не духовную силу. Хотя кровавый человек не восстановил свою силу, его боевой потенциал равнялся потенциалу 3-го уровня пробужденной души. Учитывая текущие возможности Чутяня, ему было тяжело сражаться с культиватором 2-го уровня пробужденной души. Не говоря уж о культиваторе пробужденной души 3-го уровня. Разница была слишком велика. Ты не пошел по пути, который я предлагал тебе, так что ты станешь моей жертвой. Духовный источник кровавого человека атаковал его еще одной звуковой волной, и Чутянь отлетел на несколько футов назад, разрушив несколько опорных колонн. Если бы не бессмертное звездное тело, то это ранение было бы тяжелым. Хуже всего было то, что звуковые атаки были связаны с духовной силой, и это мешало Чутяню двигаться. Он не мог уклониться, не мог оказать сопротивление. Поглощающее тело 10 тысяч лет. Кровавый человек воздел руки, и духовный источник рассеялся. Появился кровавый туман, который покрыл тело человека. В тумане рождались бесчисленные дикие и красные летучие мыши, которые бросились к Чутяню, словно багровое облако. Припав к его телу, летучие мыши-вампиры стали высасывать из него эссенцию жизни. «Проваливай!» Ярко вспыхнул меч демонического бога, кровавые летучие мыши снова превратились в кровавый туман, окруживший человека. Звездное тело Чутяня стало восстанавливаться, возвращаясь на пик своих сил. Даже раны начали заживать. Он может так быстро восстанавливать свое сознание. Кровавый человек был немного удивлен. Обычно культиваторы 1-го уровня пробужденной души падали в обморок, пострадав от атаки летучей мыши, и это было нормально. Им трудно было справиться, даже если у них была сильная воля. С телом этого мальчишки возникла проблема. Основной духовный источник Чутяня помогал ему противостоять духовным травмам, поэтому атаки кровавого демона не оказали на Чутяня серьезного влияния. Кровавый человек взмыл в небо, и его обернул кровавый туман, продлевая свои страдания. «Я отниму твою жалкую жизнь». У Чутяня осталось немного духовной энергии, но меч демонического бога вливал в адский меч новую и новую энергию. Пурпурное сияние адского меча лишь нарастало. 1 метр, 2 метра, 3 метра. Светящийся меч достигал в длину 4-5 метров. Это был красный луч, содержащий древнюю разрушительную силу, которая, казалось, могла разрезать все что угодно. Разве может меч быть таким сильным? Духовный источник в виде меча был довольно серьезным оружием. Этот удар за одну атаку выпил из Чутяня все силы. Если бы кровавый человек напал на него сам, он вряд ли смог бы сопротивляться. Но кровавый человек был слишком уверен в себе, потому что практиковал искусство кровавой трансформации небесного демона.
Это было очень жестокое искусство, которое требовало огромного количества эссенции жизни, но оно помогало телу и обороняться, и нападать. Кровавый туман, оборачивающий его тело, был соткан из эссенции жизни. Из него можно было создать сильный защитный слой, чтобы уж точно блокировать удар Чутеня. Пожирание крови небесного демона. Кровавый человек выпустил густой кровавый туман, который мгновенно охватил Чутеня. Сильная разъедающая мощь продолжала просачиваться в стеклянное тело, и оно медленно ослабевало. До тех пор, пока оборона не рухнула, Чутеня убьет кровавый яд. В этот решающий момент Лисенок внезапно вскочил и плюнул в кровавого человека пепельно-серым светом. Когда свет покрыл человека, окружающий его кровавый туман превратился в воду и, покинув его тело, исчез в желудке Лисенка. Кровавый человек был поражен. Что? Хотя он заметил этого духовного зверя, он никогда не думал, что тот может обладать такими способностями. Он впитал не только демоническую жестокость небесного демонического искусства, но и кровь искусства трансформации крови. Эти два демонических искусства были одними из важнейших техник культа небесного демона, это был всего лишь маленький зверек. Как он смог подавить эти сокрушительные демонические искусства, кровавый туман рухнул, это не только лишило кровавого человека защиты. Это забрало большую часть его силы. Суть искусства трансформации крови, которое он практиковал, заключалась в том, что большая часть его силы содержалась в крови. Туман рассеялся, и это было равносильно потере энергии. Человек, который изначально был слабым, стал еще слабее. «Нет. Хватит!» Громко кричал кровавый человек, пока гигантский 6-метровый меч разрубал его пополам, кровавого человека разрубило на две половины, старый демон, которому были сотни лет, погиб от меча Чутеня. Глава 113. Слияние с адским пламенем. Этот великий человек, которому было уже несколько сотен лет, пал от меча неизвестного юноши, который достиг лишь первого уровня пробужденной души. Чтоб сразиться с ним, он совершил прыжок, и этот прыжок был немалым. Разве он человек? Он стал просто чудовищем. Когда прекрасные мечты культиваторов-одиночек разрушились, их лица побледнели, они растеряли волю к борьбе. Все они в страхе убежали с поля сражения. Линь Му громко зарычал: «Куда вы бежите?» Чутянь крикнул: «Не преследуйте отчаявшегося врага, забудьте о них». Эта разношерстная группа людей не заботила Чутеня. Более того, духовная энергия Линь Мун и Фан Хань почти исчерпалась. «Брат, за всю свою жизнь я никем не восхищался, ты определенно первый человек, которому я это испытываю», — сказал Линь Му со взбудораженным лицом. «Ты убил этого демона и мэра желтого каменного города Янь-Уяна, это действительно огромное достижение. Ты обязательно станешь знаменитым». Стать знаменитым? Забудь об этом. Для такого, как я, это слишком легкая задача. «Не радуйтесь слишком рано», — сказал Фан Хань и нахмурился. «Крепость Черного ветра полна людей Янь-Уяна. Мы до сих пор в опасности. Чего здесь бояться? Мы просто победим их». Линь Му посмотрел на Чутеня. «Как ты считаешь, брат?» «Оставить это будет слишком просто», — покачал головой Чутянь. «Старый дурак обманул нас. Мы едва не погибли. Разве это не должно нас заинтересовать?» Они словно поняли что-то, их взгляды пронеслись по главному залу. Пол был усыпан золотом и серебром, инструментами и материалами. Сокровища источали свет и атмосферу богатства. Если бы все это попало в руки обычного человека, этого бы хватило ему, чтобы вести беззаботную жизнь. Лисенок ловко выскочил и исчез в тумане. В следующую секунду его голова показалась в груди материалов, а в когтях он держал духовный плод. Лисенок с интересом грыз его. Духовный плод был в 2 раза больше его тела, но Лисенок разобрался с ним за 3-4 секунды. Похоже, Лисенок ничуть не вырос. Линь Му и Фан Хань были потрясены. Что это за зверь? Этой странной техникой телепортации и его невероятным аппетитом нельзя было не восхищаться. В этот момент сзади раздались звуки сражения. Только что сбежавшие культиваторы бились с бандитами Черного ветра. Бандиты заметили, что что-то не так, и им пришлось атаковать. «Парни, хватайте тело лорда и голову Янь-Уяна». Как только они увидят это, их боевой дух тут же упадет. Хорошее решение. Среди бандитов Черного ветра в основном были солдаты Янь-Уяна, которые вместе с ним последовали за кровавым человеком, чтобы изучить демоническое искусство. Когда они увидят, что Янь-Уян и даже таинственный лорд убиты, они поймут, что потерпели поражение, и их боевой дух исчезнет. Тогда им придется разобраться лишь с несколькими лидерами. Остальные будут разбегаться, и даже если кто-то останется, он не будет представлять угрозы. Линь Му и Фан Хань прогнали их, а Чутянь решил в бойне не участвовать.
Сначала он принял несколько таблеток и восстановил свою духовную энергию. В поисках искомого он обыскивал груду сокровищ. Я нашел. Он открыл большую коробку с логотипом Tianquan Commerce, который был напечатан на крышке. Внутри была аккуратно разложена куча квадратных кристаллических коробок. В каждой из них лежала порция черной и белой травы, окруженной огненной аурой. Трава будто бы горела. Трава адского пламени — трава, которая растет там, где много энергии инь. Трава адского пламени содержала мощную энергию огня, которую переполняла аура инь, и это пламя было едким и ядовитым. Вряд ли обычный человек успеет сбежать, если приблизиться к нему. Этот материал можно было использовать для чистки, алхимических опытов и создания массивов. Хотя трава адского пламени не была эликсиром, которому было уже несколько сотен лет, но она, как и лунная трава, росла в очень суровых условиях. Обрабатывать ее вручную было трудно, поэтому она считалась редко. Трава адского пламени была материалом второго уровня и намного превосходила лунную траву. Каждая порция стоила 500 или 600 золотых монет. Это была цена эликсира первого уровня. Отлично. Мне повезло, что она до сих пор здесь. Коробка была изготовлена специально. Она не только защищала траву, руны, выгравированные на ней, предотвращали утечку энергии. Он удостоверился, чтобы отравленный адский огонь не отравил людей. Здесь было несколько коробок, в которых находилось больше 1000 порций травы адского пламени. Сердце короля духов уменьшилось на 2/3, и сейчас тысячелетнее адское пламя было очень слабым. Казалось, оно вот-вот погаснет. Он успел вовремя. Если бы он опоздал на день или два, драгоценное духовное пламя бы исчезло. Адское пламя было невероятно ценным, не говоря уже о том, что духовный король совершенствовал его больше 1000 лет. В адском пламени была тысячелетняя ци этого мира, насколько оно было ценным. По сравнению с адским мечом, оно было никчемным, на медленно шелушащемся духовном шаре были следы адского пламени. Чутянь защитил свое тело звездным светом, потому что не желал соприкасаться с огнем. Масса сине-белого пламени была размером с ноготь, оно медленно горело в центре ладони. Разлилась пугающая темная аура, и он издал громкий призрачный вой. Пламя не было горячим, от него веяло холодом. Поэтому адское пламя не могло сжигать материалы, зато могло сжигать энергию. Теоретически это могло обеспечить защиту от любого вида вражеской духовной энергии или культивационной техники. После того, как король духов 1000 лет совершенствовал его, адское пламя наполнилось духовной энергией, и его разрушающая сила увеличилась. Огненное семя обладало особой духовной энергией, которая могла захватить дух противника. Способность разъедать железо, сжигать энергию и захватывать дух противника, тройная атака на материю, энергию и дух. Это была очень мощная атака. Для начала нужно покормить его. Когда огромное количество духовной энергии стало просачиваться в адское пламя, ладонь Чутяня загорелась. Изначально слабое пламя заплясало языками. Адское пламя родилось всего несколько дней назад, и его сознание было слабым. Сопротивлялось оно исключительно инстинктивно. Это было бесполезно, адское пламя было слишком слабым. Оно было на грани угасания, как оно могло противостоять Чутяню. У него не было другого выбора, духовная энергия просачивалась в пламя и поглощала его призрачное сердце. Это напоминало обычное духовное оружие. У него был контроль над адским пламенем. Эта сине-белая горящая масса была связана с сознанием Чутяня. Огонь плясал на кончиках его пальцев, не нанося своему хозяину никакого вреда. Чутянь удовлетворенно кивнул. Это хорошее сокровище. Адское пламя было своего рода естественным сокровищем. Так называемые естественные сокровища создавались самим миром. В дальнейшей доработке или обработке не было необходимости, такое сокровище можно было использовать сразу. Например, существовало нечто, называемое адской тыквой. Она была создана полой, поэтому в ней можно было хранить клад. Подобных вещей было множество. Чутянь не находил это удивительным. Новорожденное адское пламя было только что активировано, поэтому пока оставалось слабым и могло потухнуть в любую минуту. Он мог лишь продолжать кормить его, чтобы взрастить его силу. Адское пламя нельзя было укреплять другими материалами. Дело было даже не в том, что материал должен был быть полон энергии. Адское пламя требовало определенной энергии. Трава адского пламени была как раз таким материалом. Вперед! Адское пламя упало с его пальцев и приземлилось на кристаллические коробочки. На них стали возникать темно-зеленые ожоги. Адское пламя проскользнуло внутрь и окутало порцию травы адского пламени. Трава стала засыхать. Из нее вытекал поток темно-красной энергии, полностью поглощаемый адским пламенем. Поглотив одну порцию травы адского пламени, огонь стал ярче.
Адское пламя разделилось на две части и прожгло две коробочки, а затем поглотило две порции травы. Затем оно разделилось на 4 части и поглотило 4 порции травы адского пламени. Уже через четверть часа все порции травы были поглощены адским пламенем. Хорошо, хорошо, хорошо. Это пламя действительно сильное. В воздухе, контролируемый его разумом, плясали тысячи сине-белых огоньков, каждый из которых был размером с ноготь. Чутянь сложил ладони вместе, бесчисленные сияющие точки собрались вместе и образовали большой огненный шар. Сине-белое пламя пылало, но от него совсем не исходило тепла, скорее, оно заставляло людей чувствовать холод. Обычным людям даже не нужно было думать о сопротивлении. Стоило им лишь посмотреть на огненный шар, так их сердце сразу бы затрепетали, они увидели бы ужасные иллюзии. Мертвенно-холодная аура была невероятно ужасающей. Такой большой огненный шар привлечет слишком много внимания. Неловко произнес Чутянь, управляя шаром. У меня нет огненного духовного источника или огненной техники, где я могу его применить. Духовный огонь мог слиться с его телом, если бы у него был огненный духовный источник. Мо Янь культивировал технику, позволяющую контролировать огонь, и пламя могло храниться в его меридианах. У Чутяня не было ни огненного духовного источника, ни огненной техники. Адское пламя было чем-то вроде оружия, но оружия весьма специфичного, которое не могло храниться в обычных контейнерах. Лисенок, деловито грызущий кусочек женьшеня, указал лапкой на адский меч. Чутян удивленно спросил: «Ты предлагаешь хранить его в мече?» Лисенок утвердительно помахал лапкой. Разве когда Чутянь впервые заполучил адский меч, не был ли его духовный источник пылающим монстром? Возможно, адский меч и адское пламя были одной и той же формой жизни, которую впоследствии разделили. Давай попробуем. Адский меч поглотило пламя. Адское пламя, словно встретившись с притягательной силой, немедленно слилось с адским мечом. Меч стал светиться ярче, расцветая синим и белым светом. Пламя хлынуло из него, его окружила аура новорожденной формы жизни. Адский меч не только не подвергся коррозии, но и укрепил его ауру. Вот как. Духовным источником этого меча было адское пламя. Чутянь осторожно держал меч, охваченный огнем. Его лицо было удивленным. Это сокровище может быть и оружием. У древних оружейных технологий действительно есть свои преимущества. После слияния меча и огня в мече родилось таинственное сознание, и Чутянь прозрел. Таинственная энергия перетекала из меча в тело Чутяня. Меч демонического бога взволновался, Чутянь отчетливо чувствовал, как растет его уровень культивации, это было действительно интересно. Чутянь разжег огонь, огонь усилил меч, меч усилил человека, а затем человек разжег огонь. Человек, меч, огонь — 3 тела слились в одно. Именно в этом была суть техники меч адского пламени. Чутянь взмахнул рукой. По пустоте пронесся холодный клинок, который зажег линию огней. Вперед вырвался светлый луч Ци, пересекший колонну главного зала. Прорезав ее, он врезался в стену, создав большую трещину. Чутянь испугался могущества своего собственного меча. Даже если бы его противником был культиватор 2-го уровня пробужденной души, он все равно не смог бы сопротивляться. Эта атака была случайной, но даже она была достаточно сильной, чтобы угрожать культиватору 2-го уровня пробужденной души. Почему он такой сильный? Прорвать защиту культиватора 2-го уровня пробужденной души всегда было трудно. В лучшем случае, ему можно было нанести серьезный урон, но говорить про угрозу жизни даже не следовало. Это было связано с 3 основными аспектами. Первым был духовный источник. Духовный источник Чутяня. Божественный меч. Духовный источник содержал мощные всплески силы, которые помогли ему научиться обращаться с холодным оружием. Вторым аспектом было его оружие. Адский меч был духовным оружием. Хоть его уже много лет не использовали, его мощь не уменьшилась. Соединившись с адским пламенем, он приобрел шокирующую силу. Третьим аспектом было его искусство фехтования. Оно требовалось каждому, кто орудовал мечом. Меч адского пламени нес в себе мощную взрывную силу. Эта странная и переменная техника хорошо подходила для убийств. Хорошо, отлично. Только что боевая сила Чутяня усилилась в несколько раз. Теперь, если он захочет сразиться с этим жалким небесным демоническим лордом, он сможет справиться с ним даже без помощи Лисенка. Верно. Где же тем временем был Лисенок? Чутянь был настолько занят, что даже забыл про него. Когда он посмотрел на груду лекарств, то увидел, что все исчезло. Лисенок сидел на земле, потирая набитый живот. Отрыгнув, он лег поудобнее. На его мордочке было написано удовлетворение. «Чёрт побери! Ты издеваешься, что ли? Ты съел всё. Проклятый лис!» Чутянь подбежал к Лисенку, схватил его за ухо и начал безжалостно трясти.
ты съел несколько миллионов золотых монет. Никакой вины лисенок не чувствовал. Он вытянул лапки и уродливо скорчил морду. Что с того, что я все это съел? Если у тебя есть навыки, то разберись со мной. Чутеня вдруг переполнил гнев. Ты еще посмотришь, я проучу тебя. Он действительно ударит меня. Лисенок дрожал от испуга. Он знал, что с хозяином справиться нелегко, поэтому быстро начал что-то показывать жестами. Что? Здесь есть еще сокровища. Лисенок указывал на бассейн с кровью, и Чутянь посмотрел туда. Неужели там, где возродился небесный демонический лорд, спрятано нечто хорошее? Глава 114. Урожай. Этот зверек был загадочным. Кто знает, вдруг он лжет? Но Чутянь ощутил, как его ладонь опустела, а лисенок, не дожидаясь, пока Чутянь спросит что-нибудь еще, исчез в массе тумана. Он телепортировался в бассейн с кровью. Лисенок парил в воздухе, и неизвестно, как ему это удавалось. Он изо всех сил втягивал воздух, и эссенция крови взволнованно закипела. Бесчисленные капли крови всплывали, словно бросая вызов гравитации, сливаясь в кровавую реку, которая исчезала в пасти лисенка. Бассейн иссох всего за 10 секунд, и всю эту кровь проглотил этот малыш. Чутянь, наблюдающий за ним, остолбенел, как лисенок смог съесть все, какие еще способности он скрывает. До сих пор Чутянь ничего не знал о своем домашнем животном, лисенок никогда не демонстрировал боевые навыки. Он лишь демонстрировал умение телепортироваться и сдерживать силы любых демонических зверей. Лисенок родился только недавно. А у него уже было больше, чем несколько навыков. Чутянь вспомнил, как заполучил лисенка фактически из рук королевы трупов. Казалось, лисенок служил кому-то невероятно древнему, но что, если этим существом был святой лорд, разгадывать это не было смысла. Он мог узнать это лишь в будущем, приближаясь к ответу шаг за шагом. Лисенок всасывал эссенцию крови, и его изначально белоснежный мех теперь стал ярко-красного цвета. Но через несколько секунд багровый цвет впитался в его тело, и мех снова стал белоснежным. Лисенок прыгнул на дно бассейна, а затем намекнул, чтобы Чутянь поторапливался. Чутянь прыгнул в бассейн, и лисенок указал лапой на какие-то материалы, находящиеся рядом. Обычный древний котел для изготовления лекарств, темно-красный жетон, старинное оружие и несколько пластин из черного нефрита. Очевидно, это были реликвии потомственного лорда из культа небесного демона. Этот выдохшийся лорд обладал такой ужасной мощью. На пике своих сих культ небесного демона достигал невероятных высот. Длинное копье, пара коротких мечей, окровавленная одежда и кроваво-красная игла. Раньше они принадлежали потомственному лорду. Копье и мечи явно были сделаны из качественного материала. Должно быть, они были духовным оружием высокого уровня. Их значимость была высокой, духовное оружие среднего класса стоило несколько сотен тысяч золотых монет, а некоторые могли стоить даже больше миллиона золотых монет. Духовное оружие высокого уровня могло стоить больше нескольких миллионов золотых монет. Итак, эти вещи были очень ценными. Но они лежали здесь несколько сотен лет, поэтому дух оружия, вероятно, сильно ослаб. Как прискорбно, что из-за этого их придется продавать со скидкой. А эта игла интересна. Чутянь взял алую иглу. В длину она достигала нескольких сантиметров и была тонкой, словно шерстинка на шкуре быка. Трудно было сказать, что именно это было, от нее не исходили колебания духовного оружия. Казалось бы, обычный случай, но Чутянь не смел ее недооценивать. Материал, из которого была сделана игла, оказался непрост. Эта крошечная игла была сделана из материала под названием кровавая сталь инь. В природе ее не существовало, и создавали ее очень сложным методом. Процесс этот был весьма кровавым и жестоким, но достигнутые результаты были очень ценными. Эта игла была сделана из кровавой стали инь второго уровня, поэтому она могла не обращать внимания на духовную энергию пробужденной души. Неважно, на какой ступени был культиватор пробужденной души, внезапного удара такой иглы было достаточно, чтобы убить его. Она могли игнорировать чужую культиваторскую мощь, и это было хорошо, не успел Чутянь убрать ее, как глаза лисенка вдруг перекосились. Он внезапно кинулся к игле и за один укус проглотил ее. Черт! Ты и это хочешь сожрать? Выплюнь. Выплюнь обратно. Лисенок зажал пасть лапами и прислонился к стене. Подняв голову, он посмотрел на разозленного хозяина и уверенно помотал головой. Казалось, он предпочтет умереть, а не сдаться. Кажется, ты напрашиваешься. Он действительно посмел отнять сокровище у хозяина. Если не проучить его сегодня, то он сядет на шею. Лисенок вдруг отнял лапки от пасти, а затем внезапно исчез. Показалась красная тень, и мимо Чутяня что-то пролетело.
Он ощутил на своей щеке холодное дуновение, на пол упало несколько волосинок. Раздался приглушенный шум. В стене была небольшая трещина, а в ее центре было небольшое отверстие. Из отверстия вылетела игла, покрытая демонической ци, на игле были тонко выгравированы руны. Сила была под контролем, а игла медленно летела к Лисенку. Лисенок вытянул лапку, он держал в ней маленькую иглу. Он приглянулся с Чутянь, и на его мордочке было такое гордое выражение, словно он взял ее в кредит. «Да пошел ты к черту!» Чутянь сбил его с ног. Лисенок хныкнул, от боли схватившись за голову. Домашнее животное не должно воровать у хозяина сокровища. Разве тебе не ясно? Приготовившись сопротивляться, Лисенок обнажил зубы, но стоило ему видеть поднятый кулак Чутяня, как он быстро кивнул. Он протянул лапку, в которой держал иглу, своему хозяину. «П.Ф.» Чутянь презрительно искривил губы. «Ты знаешь, что не прав, это уже хорошо. Можешь оставить себе, мне она не нравится». В сияющих глазах Лисенка показались слезы хитрости. Неужели он действительно откажется от сокровища? Он уже догадывался, о чем думал Чутянь. Эта игла была не очень сильной, но могла игнорировать духовную защиту, что делало ее хорошим оружием для атак исподтишка. Если Лисенок будет использовать ее, то сможет легко застигать людей врасплох. Что касается атак исподтишка, то брат Чутянь не мог так поступать. Скорее, это было в духе трусливого Лисенка. К тому же, как только Лисенок получит это оружие, от него будет больше пользы в сражениях. Чутянь перевел взгляд на другие вещи. Котелок выглядел нормальным, однако в нем лежало несколько прозрачных красных бусин. Бусина эссенции крови. Бусины эссенции крови были созданы из эссенции крови и эссенции жизни. Подобный материал был необходим, чтобы практиковать некоторые злые техники. Культ небесного демона хотел использовать бусины, чтобы вернуть силы, но лорд умер раньше, чем успел их использовать. Их можно было использовать для собственного культивирования. Они равнялись таблеткам 2-го уровня. Но создание бусин эссенции крови требовало невероятно злого и жестокого процесса. Неизвестно, сколько людям пришлось отдать все свои силы. Это причинило боль многим, и Чутянь не хотел использовать эти бусины. Несколько пластин из черного нефрита были плотно покрыты рунами. От их чтения кружилась голова. Это свидетельствовало о том, что это были редкие культивационные техники культа небесного демона. У этого культа была многолетняя история, и их демонические искусства выросли из древних культивационных методов. Но они были слишком ничтожны по сравнению с мечом адского пламени. Чутянь взглянул на них, а затем презрительно искривил губы. Последним предметом был жетон из красного нефрита, созданный из демонического кровавого нефрита 3-го уровня. На передней стороне был написан устав, а на обратной изображен огромный демон. Должно быть, это был символ культа небесного демона. Чутянь посмотрел на Лисенка и сказал: «Тут есть еще какие-нибудь сокровища. Эти вещи мне не нужны. Мне нужна была только игла, а ты ее у меня отнял». Лисенок поморщился. Хозяин, который оскорбляет своего питомца, получил по заслугам. Должно быть, этот разрозненный отряд разбежался. Линь-Му и Фан-Хань были залиты кровью, они явно устроили резню. Вернувшись, они очень удивились, потому что огромная груда лечебных трав, лежавшая в главном зале, исчезла. Чутянь смущенно улыбнулся. «Мне очень жаль, что я был невнимателен, но все эти растения съел этот зверек». Лисенок нарочито погладил округлившийся живот лапкой. У него на лице было написано, что они пришли слишком поздно, оба выказывали недоверие. Как все это могло так быстро уместиться в желудке этого зверька? Его желудок связан с другим измерением. Эти предметы лежали на дне бассейна, должно быть, в прошлом они принадлежали лорду. Чутянь достал длинное копье, короткие мечи и окровавленную одежду. «Парни, мне эти вещи не нужны, вы можете взять их». Это духовное оружие. Они ощущали мощную ауру, исходящую от этих предметов, и не могли скрыть возбуждение. Они были молодыми наемниками, которые начали работать лишь недавно. Откуда у них могли взяться связи и деньги, необходимые для покупки хотя бы одного духовного оружия? Чутянь кивнул. Хотя его дух ослаблен, у этого оружия неплохая сила. Если вы найдете подходящий звериный дух, то можете его усовершенствовать. Можете взять себе и эти демонические искусства. Чутянь вручил им черные нефритовые пластины, оставшиеся от лорда. Мощь демонических искусств хороша, но подобные методы слишком жестоки. Они пробуждают в вашей душе демонические чувства. Вы должны выбирать тщательно. Большое спасибо, брат Лу. Побочные эффекты демонических искусств были очень сильными, но все же это были культивационные техники высокого класса. Как обычный человек мог сопротивляться такому искушению? Более того, демонические искусства можно было не практиковать в полной мере. Они могли просто выбрать несколько секретных приемов, и это уже принесет им много пользы.
Чу Тянь сказал: нужно использовать время, которое у нас есть, нужно предупредить центральное государство о том, что здесь произошло. Мы должны унести отсюда как можно больше вещей, и вещи, сложенные в главном зале, не были обычным товаром, они были товаром из ограбленных караванов. Когда сюда прибудут люди из центрального государства, большинство товаров они истратят попусту. Раз это так, почему бы им просто не взять кое-что с собой? Чу Тянь взял себе коробки с демоническими насекомыми и электромагнитные камни. Это был товар Тянь Чэнь Коммерс. Чу Тянь спрятал его в лесу возле горы, закопав в потайном месте. Он вернет его, когда придет время. Линь Му и Фан Хань взяли большое количество оборудования. У каждого из них был свой отряд наемников, о которых следовало позаботиться, и это оборудование было даже дороже серебра и золота. Пока 3 человек перемещали товары, деревню плотно окружило войско. В укрытиях спряталось бесчисленное количество лучников, и больше сотни копеносцев ворвалось внутрь как раз вовремя, чтобы заметить этих 3. Стоять! Остановитесь! 3 человек окружило войско. К ним подошли 2, которые казались командирами. Один из них был крупным темнокожим мужчиной, а другой светлокожим мужчиной, которому было то ли 30, то ли 40 лет. Чернокожий мужчина холодно крикнул: «Это логово бандитов Черного ветра, и если эти люди крадутся здесь, то от них, вероятно, не стоит ждать добра. Уведите их». Линь Му сердито сказал: «Вы просто так, без разбора, арестовываете людей? Старый ублюдок Янь Уян привез нас сюда и обманул. А Янь Уяна и лорда из культа Небесного Демона убил брат Лу, после чего бандиты Черного ветра разбежались». «Что? Культ Небесного Демона?» — взволнованно сказал светлокожий мужчина. «Это и правда крах культа Небесного Демона. Генерал Сун, сначала я проверю». Мужчина, который, видимо, был ученым, шагнул прямо в логово демона. Взгляд чернокожего пронесся по 3 людям, он верил, что эти 2 не лгут. Немного расслабившись, он удовлетворенно кивнул. «Если это действительно руины культа Небесного Демона, то это немалая заслуга с вашей стороны». Чу Тянь с любопытством спросил: «Что такое культ Небесного Демона?» «Ты даже не знаешь о культе Небесного Демона», — покачал головой генерал Сун. Несколько веков назад это была могущественная сила, которая управляла несколькими крупными и малыми странами, их влияние было обширным. Вот только культ Небесного Демона был очень жестоким, и во время их правления множество обычных людей попали в рабство. Они использовали для культивации живых людей, именно это вызвало недовольство общества и стало причиной их истребления. Секта, правящая несколькими крупными и малыми странами, это был явно непростой случай. Неудивительно, что обычный потомственный лорд был настолько силен. В этот миг ученый бросился назад, затаив дыхание, воскликнул: «Вы видели жетон отряда?» Глава 115. Допрос. Жетон отряда? Какой еще жетон отряда? Линь Му и Фан Хань были удивлены. Мы его не видели. Грязные ничтожества. Ученый мужчина средних лет аж посинел, он тревожно и сердито закричал: «Думаете, что можете обмануть меня? Я призываю вас отдать жетон отряда. Иначе не вините меня в невежливости». Линь Му был молодым и порывистым, он был очень импульсивным. Недовольный действиями мужчины, он фыркнул и сказал: «Мы действительно не знаем, о чем вы говорите. Не говоря уж о том, что если бы мы и видели жетон, то почему вы должны отдавать его вам?» Ученый мужчина побледнел и вдруг ударил Линь Му по лицу. Линь Му не успел уклониться и отшатнулся на несколько шагов. Его лицо стало опухать. Он сплюнул кровью, в его взгляде появилось изумление. Фан Хань сердито рванулся вперед. «Почему ты на нас нападаешь?» Кулак мужчины средних лет, словно молния, врезался в живот Фан Ханя. «Слушайте меня внимательно, жулики-культиваторы». Бледное лицо ученого мужчины покраснело от гнева. «Позвольте мне сказать, я Чу Тун Вэнь, управляющий молодого мастера Небесного Меча Чу Син Хэ. Молодой мастер хочет заполучить жетон отряда. Если вы посмеете скрывать его, то молодой мастер убьет ваши семьи». Чу Син Хэ, один из 4 молодых мастеров Центрального государства, услышав это имя, они помрачнели. Их ярость исчезла, им пришлось проглотить свой гнев. Как мы можем отважиться и взять то, что принадлежит молодому мастеру Небесного Меча? Мы его и правда не видели. Чу Тун Вэнь снова ударил и снова сбил их с ног. Имя молодого мастера было для них рокотом грома. Он был главным среди молодых мастеров Центрального государства и намного превосходил остальных 3. Он был выдающимся талантом Центрального государства. Он был единственным человеком Центрального государства, у которого был шанс стать 2-м маркизом. Линь Му и Фан Хань были всего лишь командирами отряда наемников. Как они могли оскорбить подобную личность, если Чу Син Хэ захочет истребить их семьи,
ему просто нужно будет отдать приказ. Хотя он пока еще не был главой семьи Чу, под его контролем уже было бесчисленное количество ресурсов и экспертов, таких как Чу Тунвэнь. Чу Тянь холодно фыркнул. Линь Му и Фан Хань боялись репутации Чу Синхэ, но его она не пугала. Верно, жетон отряда был у него. Чу Тянь не знал, как его использовать, но раз Чу Синхэ так хотел его получить, он, должно быть, был чем-то ценным. Как он мог отдать такое сокровище кому-то вроде него? Говорите быстро. Где жетон отряда? По ним бегал давящий взгляд Чу Тунвэня. Словно на них давила огромная гора. Неудивительно, что Линь Му и Фан Хань не удержались на ногах. Они не сопротивлялись, боясь влияния Чу Синхэ, но важнее всего было то, что они сравниться не могли с мужчиной средних лет. Он достиг 3-го уровня пробужденной души, им было бы трудно сражаться с ним. Потомственный лорд культа небесного демона, даже не оправившись, был примерно на 3-м уровне пробужденной души. Но Чу Тянь выиграл благодаря Лисенку, а не собственной силе. Если бы не способности Лисенко поглощать демоническое искусство культа небесного демона и подлое нападение Чутеня, трудно было бы сказать, что должен был победить. А теперь перед ними был самый настоящий эксперт 3-го уровня пробужденной души. Это было опасно даже представлять. Чу Тянь настаивал, мы не видели его. Чу Тунвэнь фыркнул и сказал, если я не буду изнурять вас, то вы мне ничего не скажете. Чу Тянь громко рассмеялся. Властность и неразумность, разве так себя ведут люди из центрального государства? Ты посмел сказать подобное? Ты смерти ищешь. Когда Чу Тунвэнь уже собирался сделать свой ход, генерал Сюн вдруг громко сказал, Чу Тунвэнь, ты должен знать, когда пора останавливаться. Меня не волнует, чего ты хочешь, но эти трое раскрыли заговор Янь Уяна и воспрепятствовали возрождению культа небесного демона. Они спасли центральное государство от серьезной катастрофы, они сыграли в этом большую роль. Вы слишком мало знаете, генерал Сюн. Вы действительно думаете, что их наняли в благих целях? Холодно улыбнулся Чу Тунвэнь. Я так не думаю. Мало того, что они ничего не сделали, они даже могли быть членами культа небесного демона. Услышав это, Линь Му и Фан Хань побледнели. Повесив на них такой ярлык, он ясно намекнул, что желает им смерти. Генерал Сюн сказал, что ты имеешь в виду? До того, как мы их поймали, они тайно переносили товар, так что они просто обманули нас. Когда я спустился вниз и осмотрелся, то увидел, что половина товара уже исчезла. Лишь основываясь на этом, их уже можно признать виновными. Тон Чу Тунвэня был очень строгим. Эти вещи вам не принадлежат, а вы посмели их похитить. Это непростительное преступление, и наказанием вашим будет смерть. Генерал Сюн нахмурил брови. Кражу товара оправдать нельзя, но в ситуациях такого рода товар можно расценить как военный трофей. Естественно, на самом деле товар не имеет значения. Самое главное, что они определенно лгут. Сказал Чу Тунвэнь. Генерал Сюн, вы же сами видите. Эти трое лишь на 2-м уровне пробужденной души. Как эти отбросы смогли выжить под ударами Янь Уяна? Думаете, они могли вырваться из схватки возрождающегося культа небесного демона живыми? Его слова были верными. Силы этих 3 людей и правда были не очень мощными. Когда Чу Тунвэнь нанес свой удар, Линь Му и Фан Хань даже не успели увернуться. Могли ли они справиться с Янь Уяном, который уже давно практиковал демоническое искусство? Могли ли они сражаться с потомственным лордом культа небесного демона? Чу Тунвэнь отчаянно сказал, я подозреваю, что эти трое связаны с культом небесного демона. Передайте их мне. Я лично отвезу их в центральное государство, чтобы пытать и допрашивать их. Ты оклеветал нас. Мы из центрального города, как мы могли оказаться в таком положении? Лица Линь Му и Фан Ханя уродливо искривились. Если они попадут в руки Чу Тунвэня, то им придется заранее прощаться с жизнью. Хотят ли они еще обвинений? Их семьи действительно могут уничтожить. Что за жетон отряда? Они действительно не видели никакого жетона. Генерал Сюн начал говорить с ними. Как вы сбежали от Янь Уяна, как вы победили потомственного лорда? Надеюсь, вы расскажете нам правду и не будете ничего скрывать. Генерал Сюн, вам действительно хочется тратить на них время? Фыркнул Чу Тунвэнь. Отдайте их мне. Всего через 3 дня они расскажут все свои секреты. Они расскажут нам всю правду. Ха. Громко рассмеялся Чу Тянь. Чу Тунвэнь фыркнул и сказал, что в этом смешного? Чу Тянь подошел к нему и посмотрел на него взглядом, в котором не было ни следа страха. А что в этом странного? Генерал Сюн и Чу Тунвэнь были ошеломлены. Это очень просто. Тон Чу Тяня стал весьма резким.
Он говорил решительно и медленно, слово за словом, потому что я сильнее их. Генерал Сюн насторожился. С твоим низким уровнем культивации. Все в порядке. Я докажу вам, если не верите. Чутянь указал на Чу Тунвэня и спросил. Этот пес, которого нанял молодой мастер Небесного Меча, достиг 3-го уровня пробужденной души, верно? Он назвал Чу Тунвэня псом, лишь несколько человек в центральном государстве могли это делать. Конечно же, Чу Тунвэнь взбесился, ты смерти ищешь. Кстати говоря, врагов действительно можно встретить где угодно. Врагов с фамилией Чу. Чутянь медленно достал из-за спины адский меч. Я не хочу тратить время, так что давай сразимся. Раз ты так не уверен, то я буду бить тебя, пока ты не убедишься. У меня нет никаких навыков, кроме как дрессировать псов. Все изумленно переглядывались. Этот, казалось бы, обычный парень действительно посмел бросить вызов Чу Тунвэню. Разве он не знает, что уже мертв? Изначально Чу Тунвэнь не носил фамилию Чу, он был весьма известным культиватором-одиночкой, которого все называли ученым, цепляющимся за жизнь. У него не только был высокий культивационный фундамент, но и астрономические знания. Он не знал ни алхимических массивов, ни массивов из древних символов. Было время, когда он сражался с Чу Синхэ, но после первого же удара проиграл. С тех пор он понял, что Чу Синхэ — необычный человек. Ему суждено стать личностью, которая не будет уступать 8-му маркизу. Кроме того, чтобы спасти себе жизнь, он поклялся Чу Синхэ в преданности. Он сменил фамилию и стал членом семьи Чу, решив стать управляющим Чу Синхэ и одним из его ближайших слуг. Он был не только сильным, но и хорошо осведомленным. Из-за этого в семье Чу у него был крайне высокий статус, даже выше, чем у старейшин. А ведь он был всего лишь жалким безвестным отродьем, который не знал, насколько широки небеса. Он действительно прославился, превратившись из ученого, цепляющегося за жизнь, в Чу Тунвэня. Чу Тунвэнь не рассердился, а лишь улыбнулся. «Генерал Сюн, не говори, что я не помогаю тебе. Он напрашивается на неприятности». Лицо генерала Сюна наполнилось беспомощностью. Разве он мог остановить его? Чу Тунвэнь, не тратя время на разговоры, сразу же шагнул вперед. Наружу вырвалась ужасающая аура, и его голову окружила белая духовная энергия, трансформировавшаяся в духовный источник Золотую книгу. Чутянь выпалил: «Книга». Духовный источник Чу Тунвэня был точно таким же, как и у юной мисс. Жалкий безвестный мальчишка, когда такие, как ты, видят Золотую книгу 7 страниц, они умирают счастливыми. Из длинного рукава Чу Тунвэня неожиданно вылетело большое перо. Оно достигало 3 футов в длину, а его конец был острым, как копье. Холодно указав пальцем на Чутяня, он сказал: «Даю тебе последний шанс. Скажи, где жетон отряда, и тогда я не убью тебя». Чутянь громко рассмеялся. Взмахнув рукой, он поднял меч Чу Тунвэня, полетела белосиняя ци. Он даже не призвал свой духовный источник, даже не добавил разрушительную силу меча демонического бога. Хотя адский меч был сильным, он был не сильнее культиватора 2-го уровня пробужденной души. Если культиватор 1-го уровня пробужденной души проявлял силу 2-го уровня, это было невероятно. Этот удар ясно показывал, что Чутянь мог убить Янь Уяна. Какой незначительный навык. Чу Тунвэнь силой ударил пером, которое столкнулось с ци меча. Он мгновенно уничтожил это ци, и оно рассеялось. Наружу хлынула мощная сила, и воздуха заполонили белосиние брызги. Что? Чу Тунвэнь был потрясен. Генерал Сюн тоже был шокирован. Эта ци была очень сильной, ее не мог активировать культиватор 1-го уровня пробужденной души. Более того, эта ци меча была покрыта каким-то огнем. Хоть он и не знал, что это за огонь, но он понимал, что это сильный огонь. Сложно было сказать, что произойдет, если этот огонь коснется его тела. Чу Тунвэнь быстро отпрянул. Что-то не так. Почему ты уже не такой высокомерный? Почему ты отступаешь? Чутянь выстрелил еще одним лучом ци. Золотой рев дракона. Громко закричал Чу Тунвэнь, и в книге над его головой перелистнулись несколько страниц. Затем из этой страницы донесся рев дракона, Чу Тунвэня накрыла огромная золотая раковина. Сверкала не только золотая раковина, но и дракон, кружащий вокруг нее. Когда ци меча обрушивалась на раковину, то на ней не оставалось ни следа, а ци рассеивалась на искры. Линь Му и Фан Хань были потрясены. Какая пугающая оборонительная сила! Они слышали, что в золотой книге Чу Тунвэня, ученого, цепляющегося за жизнь, было всего 7 страниц. Каждая страница содержала загадочную древнюю культивационную технику. Он мог нападать, защищаться, поддерживать и лечить, и это делало его воистину уникальным человеком.
Чу Тянь был в беде.